Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал, как мы делали армопояс в нашей пристройке. А теперь пришло время мауэрлата и перекрытия. Специально для этих целей была закуплена доска 50 на 150 на 6 метров и 10 на 27 на 6 метров, которая в дальнейшем пойдет непосредственно на обрешетку. Все это дело мы обильно пропитываем огнебиозащитой, ведь мы же хотим, чтобы дерево служило долго, поэтому без пропитки лучше не делать. Лишним не будет. Пропитывали кистью, разливали пропитку непосредственно по ведрам и уже поверх дерева обильненько все это дело пропитывали. После чего дерево еще где-то сутки просто отлеживалось, чтобы хорошо пропиталось и высохло. По дереву могу сказать лишь одно. Дерево в этом сезоне стоит просто как крыло от самолета. И тот объем, который я закупил, это скорее всего только половина от того, что нам нужна, поэтому будем еще докупать. Пропитку, которую мы купили, она бесцветная, и после того, как дерево было пропитано, оно стало такого более желтого, что ли, насыщенного цвета, но как таковой никакой зеленый оттенок или красный оно не приобрело. Ну а вот идет подготовка к строительству нашего мауэрлата. Для этого я делаю импровизированные леса, ставлю 4 блока друг на друга, а наверх накидываю поддон, на котором были эти блоки. Потом на все это дело залажу и уже поверх начинаю все это дело строить. Первым делом берем первый брус 50 на 150, обрезаем его под длину, которую нам нужно, а здесь именно получается около 4 метров. Накидываю наверх прямо к шпилькам и размечаю уголком. После по центру все это дело просверливаю. Шпилька у нас, напоминаю, 14, а отверстие в ней, в непосредственном мауэрлате в доске, я делаю 16 перьевым сверлом. Чуть больше, чем сама шпилька, чтобы было можно потом легко одеть. Также для строительства мауэрлата нам потребуется еще 3 составляющих. Это битумная мастика, отсечная гидроизоляция и льняной уплотнитель, межвинцовый так называемый. Все это дело пойдет наверх. Изначально по нашему армопоясу, по бетону мы обильно промазываем битумной мастикой. Нужно это для того, чтобы заполнить все полости и шероховатости, и поверх всего этого дела будет стелиться отсечная гидроизоляция, чтобы в дальнейшем дерево не впитало влагу из бетона и не гнило. Вот поверх мастики раскатана отсечная гидроизоляция. Она 20 см толщиной. Продается уже готовыми нарезанными рулонами. И в дальнейшем на отсечную гидроизоляцию мы раскатываем межвинцовый уплотнитель. Он у нас идет льняной, 15 см. Ровно по толщине бруса. Тоже продается готовыми рулонами. После чего берем наше подготовленное бревно, накидываем на шпильки, берем в руки киянку и постепенно осаживаем его по шпилькам, забивая сверху. Ну и вот результат. После накидываем увеличенные шайбы и накручиваем наши гайки на шпильки. Все плотно зажимаем, тем самым доска очень хорошо, очень плотно пережимается непосредственно к армопоясу между мастикой, отсечной гидроизоляцией и льняным уплотнителем. Никаких отверстий нет, ничего не просвечивается. И таким образом мы будем делать все 3 мауэрлата. Я напомню, у нас их 3. 2 по краям и часть доски будет идти по центру. Это центральная доска, выполнена в точно такой же манере. И остается сделать еще одну с краю.
Ну а после того, как мы сделали 3 стартовые доски, берем наш 6-метровый брус 50 на 150 и раскидываем непосредственно поверху. Затаскиваем его в помещение и потом по углам аккуратненько все это дело поднимаем. Крепиться к мауэрлату он будет на уголки и на саморезы. Вот так все это дело выглядит сверху. 10-сантиметровые уголки по 3 мауэрлатам, и обязательно между собой они еще крепятся поперечинками. Нужно это для того, чтобы не было продольной раскачки наших балок и нагрузка распределялась равномерно. Крепеж, который вы видите, он сделан на самом деле всего лишь для начала, просто чтобы переметиться и ровненько все это дело раскидать. В дальнейшем, конечно же, будут докручиваться еще куча саморезов, чтобы все это было, как говорится, намертво, раз и навсегда. Говорят, еще надо пробивать гвоздями, но по гвоздям это, наверное, уже больше стропильная система. А балки от мауэрлата даже при таком крепеже не улетят. Нет здесь такой огромной крыши и парусности, чтобы отрывало их от армопояса. Вот так все это дело выглядит снаружи. И следующее, что нам нужно будет делать, это строить фронтон. Фронтон будет строиться треугольничком, как раз на стене, которая одно окно у нас. Чтобы построить фронтон, были раскинуты таким вот образом еще доски непосредственно поверх наших балок. Причем доски халявные, были найдены в куче дерева, которое лежало у нас там уже 10 лет за сараем. Сами по себе доски подуставшие, ну не знаю, может быть тоже в дальнейшем их использую. Покрою огнебиозащитой и пойдут на черновое перекрытие. А пока это просто как черновой пол, чтобы ходить поверху и выкладывать фронтон. Также нам нужно решить еще одну проблему во время укладки фронтона, это электричество. Потому что предыдущее электричество у нас вот от столба заходит воздушкой непосредственно во фронтон дома. И перед тем, как строить всю стропилку и крышу, нам нужно будет возвести фронтон и зацепиться уже непосредственно за него электричеством. А провод в дальнейшем, наверное, как-то кинуть по полу. Но это будем думать еще, как все это дело сделать правильно. И, конечно же, надо еще решить проблему, как закинуть блоки на высоту. Потому что блоки тяжелые, а я нет. Вот и будем думать. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!